Здорово! Сегодня у нас в обзоре двухместная чешская палатка Husky Flame. Производитель относит ее к экстремальной серии и утверждает, что эта палатка будет хороша для альпинизма, а также для водного и горного туризма. Посмотрим, так ли это. В комплект поставки входит чехол с компрессионными лямками, 16 колышков, 3 алюминиевые дуги, тент красного цвета и внутренняя палатка черного цвета. Сейчас я покажу вам, как собирается палатка. Снизу дуги вставляются в такие вот штырьки. Все, внешний тент поставлен. Осталось прицепить к нему внутреннюю палатку. Внутренняя палатка крепится к внешнему тенту с помощью такой вот системы. Такой вот штырек продевается в пластмассовое колечко. Таких точек крепления 15. Итак, прицепим внутреннюю палатку к внешнему тенту. По углам внутренняя палатка крепится с помощью такой вот резинки и крючка, который пристегивается к алюминиевым кольцам. Таких точек крепления 6. У палатки 3 дуги, которые пересекаются в 3 точках. Такая конструкция, а также небольшая высота палатки делают ее довольно ветроустойчивой. В местах пересечения дуги друг к другу крепятся при помощи специальных завязочек. Что еще больше добавляет жесткости конструкции. Также ветроустойчивости добавляет наличие 4 оттяжек, по 2 на каждую сторону. По периметру палатки находится снежная юбка. Если она вам ночью не нужна, ее можно подобрать. У палатки есть 6 точек для крепления колышками. Симметрично по 3 с каждой стороны, сзади, сбоку и спереди. Точно так же с другой стороны, также 2 колышками натягивается вход. Колышек имеет такую вот форму, сделан из алюминия. У этой модели есть 3 вентиляционных окна. Одно сзади и 2 спереди. Вот это вот закрытое положение. Если надо открыть, с 2 липучками вот так вот фиксируем. Каждое вентиляционное окно имеет козырек, выполненный в виде вшитого внутрь резинового листа. Наличие 2 бегунков на центральной молнии позволяет открыть вам палатку сверху. Это может быть удобно, если, допустим, у вас юбка вся засыпана снегом. Чтобы вам все это не порушить, можно открыть клапан через верх. Учитывая то, что здесь выход только один, точно так же, как и тамбур, который находится перед выходом, то все вещи, которые вы положите в тамбур, будут мешать вам выходить из палатки. Также тамбур очень маленький по объему, и учитывая то, что палатка двухместная, то положить сюда хотя бы 2 рюкзака литров по 60-70, и весь тамбур будет заставлен вещами. А так как я уже говорил, что вам надо будет постоянно через них перелазить, это неудобно. Также передний выход неудобен тем,
что если вы со своим напарником будете лежать головой к выходу, и кому-то из вас надо будет выйти или зайти в палатку, то велика вероятность того, что рано или поздно тот человек, который ходит туда-сюда, наступит вам ногой на голову. С каждой стороны внутренней палатки имеется 2 сетчатых кармашка. Также стоит обратить внимание на то, что потолок у внутренней палатки сделан из сетки. Конечно, производитель сделал это для того, чтобы сэкономить вес. Сетчатый потолок может быть критичен в ситуации, когда на внутренней поверхности тента скопилось много конденсата, и он начинает капать. А так как потолок сделан из сетки, то этот конденсат будет капать вам прямо на голову. Водостойкость тента 6000 мм водного столба. У дна внутренней палатки 10 000 мм. Также у тента и дна палатки имеется полиуретановое покрытие. Крепление дуг выполнено в виде кармашков из сетчатого материала. Дождь будет проходить через эти отверстия и не будет скапливаться на крыше. Но скорее всего снег, а тем более мокрый снег, будет оставаться на крыше, тем самым увеличивая риск протекания палатки. Теперь я соберу палатку. Кстати говоря, при сборке вам не обязательно отстегивать внутреннюю палатку от тента. Если вы не будете этого делать, то в следующий раз вам не придется пристегивать ее назад, и установка палатки займет меньшее количество времени. Чехол для палатки оборудован компрессионными лямками, чтобы помочь вам как-то убрать весь этот ад, который вы сейчас видите. Делается это вот так. Сначала мы застегиваем эти самые компрессионные лямки. Все это еще раз хорошенечко засовываем. Пытаемся стянуть лямками палатку. Вот так. Все это актуально, когда палатка собирается одним человеком. И теперь потихоньку застегиваем. Вот так. В чехле с палаткой также есть мешочек с ремнабором. Тут вот есть лоскутки, чтобы заделывать дырки, алюминиевая палка, чтобы чинить дуги, клипса, какая-то щетка. Мешочек, кстати, можно отстегнуть, если он вам не нужен, и носить отдельно. Выводы. Вес палатки 3 килограмма 300 грамм в полной комплектации. Имея достаточно небольшие размеры и скромную жилплощадь, такой немалый вес обусловлен ее конструкцией, которая поможет вам чувствовать себя защищенным в экстремальных условиях. За счет наличия юбки и хорошей ветроустойчивости, эта палатка действительно сможет стать вам хорошим домом при занятиях горными активностями. Но я бы посоветовал использовать ее именно там, где будут действительно суровые условия. На несколько дневных сложных альпинистских восхождениях или в горных походах на начального уровня, а также при зимнем альпинизме. Для менее экстремальных условий, например для лесных или водных походов, а также простого трекинга, я бы выбрал что-нибудь более легкое, простое и комфортное. Например, у той же Husky есть серия Extreme Light. Можно рассмотреть что-нибудь из нее, например модель Bread. На тест-драйв эта палатка предоставлена минским магазином туристического снаряжения Traverse By. На этом у меня все. Пока.